Сегодня приглашаю вас на удивительную прогулку. Мы посетим одно из уникальных кладбищ в Нидерландах, которое находится в городе Рурмондия, провинция Лимбург. Я думаю, мало кто знает, что рурмондское кладбище Oude Kerkhof – одно из старейших кладбищ в Нидерландах, наряду с кладбищем в другом центральном городе Лимбурга – Вирте. И на это есть своя причина. До 1839 года Рурмонд и Вирт, да и почти весь голландский Лимбург, не принадлежали Нидерландам, а относились к территории, которая сейчас называется Бельгией. 1780 по 1790 год этой территорией управлял прогрессивный монарх Иосиф II Австрийский. Одним из введенных им новшеств стал запрет на захоронение в церквях и на кладбищах при церквях. Таким образом, он хотел предотвратить распространение болезней и повысить соблюдение гигиенических норм. На остальной территории нынешних Нидерландов такой запрет был введен лишь намного позже. А знаете ли вы разницу между Het Kerkhof и de Begraafplaats? Het Kerkhof – кладбище, расположенное рядом с церковью или на территории церкви. De Begraafplaats – это городское муниципальное кладбище, расположенное за пределами города либо в черте города, но не на территории церкви. И этот вопрос нам задали во время экскурсии по кладбищу. И как вы думаете, ни один из присутствующих не знал ответа? Такая экскурсия проводится один раз в году. Она бесплатная. Но большой плюс, что в этот день ее проводят историки-экскурсоводы. А еще, что более важно, в этот день можно было посетить крипту епископской часовни, также другие частные погребальные часовни, которые любезно были открыты по этому случаю. Другие же дни, конечно же, они закрыты, так как они являются частными погребальными часовнями. В то время Рурмонд находился под властью австро-габсбургских законов и был обязан создать кладбище за пределами городских стен в 1784 году. А в Нидерландах были созданы кладбища только в 1827 году. А Рурмонд, как я уже говорила, до 1839 года раньше относился к Бельгии. И так было создано новое муниципальное кладбище за пределами города. Неподалеку находится Капел-ин-Идзан. Это место паломничества. И что интересно, если умерший все же был похоронен в церкви или церковном дворе, труп должен был быть перезахоронен за счет виновного, который также был оштрафован на 1000 гульденов. И те, кто сообщал властям о правонарушении, получали в награду треть от суммы штрафа. Итак, это бывшее городское кладбище, оно уникально по своему возрасту и планировке. Римско-католический участок, голландский реформатский участок и 2 еврейских участка разделены высокими стенами и живыми изгородями. Есть также участок неосвященной земли, где хоронили усопших, которые не были крещены и совершали самоубийство или были атеистами. И мы посетим с вами все 5 секций.
Это не только место, где можно увидеть огромное количество генеалогической информации, но и остаток исчезнувшего общества. Здесь покоятся жители Рурмонда, которые определяли историю города в период с 1750 до 1950 годы. Среди них не только священнослужители, политики, представители судебной власти, дворяне, промышленники и торговцы, но и художники, врачи, нотариусы, архитекторы, городские деятели или ярмарочные операторы. Многие могилы здесь напоминают о Второй мировой войне. На новом еврейском участке установлен памятный камень членам семьи Лемон-Вольф. Они стали жертвами Холокоста. Их останки оказались в братских могилах где-то в Восточной Европе. А здесь же мемориальный камень в память о 12 членах семьи Лемон-Вольф. Почти нигде в Нидерландах разделение на католическую, протестантскую и еврейскую части не видно так отчетливо, как здесь. Высокие стены разделяют могилы представителей разных конфессий. Могилы древнейшего периода уже не сохранились, но осталось множество захоронений XIX века. Монументальные памятники. Среди них есть погребальные часовни, например, епископов из Рурмонда. На кладбище, особенно на католическом участке, хорошо видно разделение на классы захоронений. Для состоятельных граждан и небогатых жителей Рурмонда. Первый класс выделен для вечных могил с монументальными надстройками и внушительными склепами. Четвертый класс резервировался для бесплатных захоронений беднейших жителей города. На участке первого класса находится более 50 захоронений, и это довольно-таки много, учитывая маленький размер кладбища. Здесь есть и впечатляющие надгробные памятники. Могильный памятник Иоахана Кюперса представляет собой статую покойного в натуральную величину в форме зуава, рядом с которым находится его жена. Зуавы были добровольцами, служившими солдатами в армии Папы Римского, которой в XIX веке пришлось защищать свою территорию от итальянских националистов. Возраст кладбища и разделение его на конфессии и классы
это не единственные элементы, которые делают его особенным. Кладбище имеет еще национальную известность как сокровищница монументального нагробного искусства в художественных стилях XIX и первой половине XX века. Здесь можно увидеть большое количество железных крестов, которые украшают могилы второго и третьего класса с их типичной могильной символикой. А также здесь много оград из кованого или чугунного железа, которые украшают могилы первого класса. Особенностью кладбища являются также редкие, характерные монументальные деревья, которые вы видите сами. Wat een prachtige boom. Ja, mooi. Echt geweldig, ja? А здесь у нас всемирно известная могила с руками. Граф Меддеханчис пары Ван Горку Ван Айферден. На самом деле это два надгробных памятника. Он был протестантским офицером, а она дамой из знатной католической семьи. Этот памятник креативно выражает взаимную любовь римско-католической женщины и протестантского мужчины после смерти. Через разделительную стену между католической и протестантской частями кладбища символически протягивают друг другу руки дама Ван Айферден и полковник кавалерии Ван Горку. И вы знаете, я стою здесь, и это очень впечатляет. Вот это любовь. Их даже смерть не разлучила. Еще одна известная могила, увенчанная неоготическим памятником доктора Пьера Куйперс, знаменосца неоготической архитектуры в Нидерландах и мастера по строительству Рейхсмузея и Центрального вокзала в Амстердаме, также других зданий. Конечно, здесь много жемчужин того времени.
А самый большой памятник находится в центре главной аллеи. Это епископская усыпальница, а в народе ее зовут епископской часовней. В крипте похоронены епископы, управляющие епархией Рурмонда с момента восстановления церковной иерархии в Нидерландах с 1853 года. В 2001 году все кладбище стало национальным памятником. Около 10 могильных памятников на нем были классифицированы отдельно как национальные памятники. Nou, dit is dan typisch zo'n graf waar meerdere familieleden, iedereen binnen de familie, winkels, wat nou, wordt hier dan begraven. En zoals je kunt zien, heb je hier zelfs een deksel die waarschijnlijk toegang geeft naar een soort kleine kelder, vermoed ik, waar dan de opbaring plaatsvindt. Toch wel apart. Dat zie je niet zo vaak. Здесь также есть поразительные могилы и памятники более позднего времени. Например, ряд воинских захоронений. А здесь у нас маленький памятник с надписью «Никогда не знавшая красоты». Он был установлен для мертворожденных и послеродовых младенцев, для которых раньше не находилось места на католическом кладбище, потому что они не были крещены.
Обратите внимание на широкое разнообразие больших старых деревьев. В 1948 году кладбище было переполнено и не было больше захоронений. Сейчас же часть расчистили, перевели в другие места, и с 2010 года захоронения снова разрешены. Если вам мой фильм понравился, не забудьте лайкнуть. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. И до новых встреч. Пока-пока.